Нет в отечественной истории фигуры более мифологизированной, чем Иосиф Виссарионович Сталин. Даже такие таинственные личности, как Петр I, Иван Грозный и Олег Вещий, скромно отходят на второй план, стоит только воспылать первой искорке спора вокруг знаменитого советского вождя. Мы, конечно, не можем знать всей правды и на владение абсолютной истиной не претендуем. Да и со всеми мифами нам не разобраться, но удивительно, насколько же легко развенчать некоторые из них. И для этого вовсе не надо копаться в кремлевских архивах, а достаточно заглянуть в известные источники, в которые простому обывателю чаще всего заглянуть просто лень. Миф первый. Сталин был низкого роста. Этот миф один из самых известных и существует он очень давно. Говоря о росте Сталина, мы никак не можем упустить еще одного мифа, корни которого еще глубже, чем у советского вождя. Все диктаторы маленького роста. Из-за этого они растут с комплексами, пытаются доказать свою значимость и добиваются высот. Так звучит этот миф. Зайдем немного издалека. Самый знаменитый малорослый правитель – это без сомнения Наполеон Бонапарт. Но, о чудо, если мы углубимся чуть дальше Википедии и мейл-ответов, переступим из дебрей интернетовских статей на поле исторических источников, то обнаружим, что ростом Наполеон был вовсе не так мал, как мы привыкли себе думать. Любой, даже самый зеленый историк-бонапартист уверенно скажет вам, ростом Наполеон был в районе 168-169 сантиметров, что для француза той поры даже чуть-чуть выше среднего. А миф о карлике-полководце скорее всего был придуман британцами, дабы принизить и высмеять образ своего тогдашнего врага. То же самое касается и Гитлера. В карикатурах его изображали маленьким, чахлым существом, хотя рост его был чуть выше 170 сантиметров. Что видно по фотографии с Муссолини, рост которого по установленным данным не превышал 169 сантиметров. Здесь имеет место такая же технология принижения. Солдатам психологически легче выступить против жалкого карлика, нежели против двухметрового здоровяка. Прием простой и понятный, а к тому же логичный и эффективный. Вернемся к Сталину. Одни говорят, что ростом он был 164 сантиметра, другие 160, а третьи и вовсе 150 с копейками. Все эти цифры очень сомнительны и не имеют вразумительного подтверждения чем-либо. Данных таких много, и все они разные. Но я предлагаю обратиться к самым беспристрастным и авторитетным из них. К таковым я отношу данные царской охранки, составленные при задержании молодого Сталина и сохраненные в его регистрационных картах. Почему именно эти данные? Да потому что сотрудникам охранки не было нужды занижать или завышать действительный рост тогда еще малоизвестного местечкового преступника. Наоборот, они прямо заинтересованы оставить максимально точное описание, дабы в случае чего в будущем им было проще его поймать. С начала 20 века сохранилось несколько регистрационных карт Сталина, и во всех данные колеблются от 169 до 174 сантиметров. Это даже чуть выше среднего роста для мужчины той поры. Если перевести на сегодняшние реалии, то рост такого человека оказался бы около 180 сантиметров. Согласитесь, назвать такого человека низким язык не повернется. Для наглядности можно посмотреть на совместные фотографии Сталина и Кирова. Рост Кирова на момент смерти составлял 168 сантиметров, а на фото мы видим, что Сталин тут явно повыше будет. Тенденция занижать рост вождя, как полагают многие, пошла после знаменитого выступления Хрущева и курса на развенчание культа личности, когда к вагону настоящих злодеяний и недостатков Сталина добавили еще 10 незаслуженных, тем самым проведя тотальную демонизацию его образа. Миф второй. Образованность и необразованность Сталина. Наверное, никто никогда не называл Сталина человеком среднего ума. Всегда его либо возносят до небес, почитая сверхобразованным эрудитом, либо же кличут глупым сыном сапожника, грубым и невежественным бандитом. Давайте разбираться. С 1886 по 1894 год Сусо Джугашвили проходит обучение в Корейском православном духовном училище. Все известные свидетельства говорят о том, что учеба давалась Сусо достаточно легко, и по большинству предметов он имел отличную успеваемость. В 1894 Сусо успешно сдает вступительные экзамены и поступает в Тифлисскую духовную семинарию, престижное и уважаемое духовное заведение даже по меркам Российской империи. В семинарии царствовала строгая, почти что военная дисциплина. Впоследствии Сталин много раз вспоминал ее в негативном ключе и даже заявлял, что именно этот бесчеловечный режим в семинарии во многом и сподвигнул его на революционные идеи.
Несмотря на то, что в семинарии ему не нравилось, Сталин продолжал показывать отличную успеваемость, но вскоре примкнул к подпольным марксистским движениям и, потеряв последний интерес к учебе, был отчислен из семинарии, о чем сам печалился не особо сильно. Если назвать это сегодняшним языком, то Сталин формально имел неоконченное высшее образование, но тяга к знаниям у него никуда не делась, и до конца жизни он занимался модным нынче самообразованием, о чем поведает следующий миф. Миф третий. Сталин много читал. Особо рьяные фанаты Сталина взахлеб доказывают, будто тот читал по 1000, а то и по 2000 книжных страниц в день. Любой читающий человек лишь улыбнется, заслышав столь фантастические цифры. Тем не менее, читать Сталин действительно любил. Вспоминая о своей сколь бедной, столь же и бурной молодости, он неоднократно говорил, что из-за частых переездов почти не имел личного имущества. Даже то, что было, составлял лишь скудный вещмешок, в котором лежала пара комплектов сменного белья и, внимание, книга. Столетия назад, ввиду отсутствия современных технологий, книги были едва ли не единственным источником полноценных, полнообъемных знаний. К тому же книга – это отличный помощник в проведении досуга, особенно для пребывающего в разъездах молодого революционера. С возрастом читательская любовь только крепла. После своей смерти Сталин оставил внушительную библиотеку, в которой были и художественные произведения, и труды по экономике, металлургии, природе полезных ископаемых и многим другим сферам. Так сколько же он читал в день? Известно, что скорость его чтения варьировалась от книги к книге. Одни он лишь поверхностно пробегал глазами, читая, что называется, по диагонали. В другие же он вчитывался медленно, вдумчиво, с карандашом в руке. Интересные мысли он выделял, а те, что казались ему глупыми и лживыми, он, ругаясь, перечеркивал и исправлял на свой лад. Средний человек при довольно бодрой скорости прочтения едва ли осилит за час 60 книжных страниц самого усредненного типографического свойства. Изучив распорядок дня Сталина, можно предположить, что даже в самые лучшие кремлевские времена он вряд ли мог бы выделить на чтение из плотного рабочего графика больше 4 часов в сутки. Следовательно, в день он мог прочесть от 200 до 300 страниц, в зависимости от характера литературы. Миф четвертый. Мать Сталина не обрадовалась, когда тот возглавил СССР. Стать правителем своей страны, наверное, высшая точка на жизненном поприще, которой способен достигнуть простой смертный человек. Может ли статься такое, чтобы любящая мать не испытала гордости за сына, достигшего таких высот? Екатерина Джугашвили, или как ее чаще называли Кике, была женщина непростой судьбы. Первые ее 2 ребенка, 2 маленьких сына, умерли во младенчестве от болезней. Когда родился Сосо, она пообещала Богу, что если тот сохранит сыну жизнь и укрепит здоровье, то она сделает его священнослужителем. Помимо клятвы перед Богом, женщина и сама почитала профессию священника престижной, мечтала, что однажды ее сын добьется высокого божественного сана, пройдет по улицам в рясе, а все ее соседи будут смотреть на него с глубоким уважением. Поэтому нетрудно представить ее печаль, когда Сталин поставил крест на богослужении и с головой окунулся в революционную деятельность. Как известно, Кике не особо вникала в тонкости всей работы ее сына, но знала, что он занимает высокое место. Ее переселили в лучшие условия, представили к ней обслуживание и уход, курировал которые лично Лаврентий Берия. Когда за пару лет до ее смерти к ней приехал Сталин, она спросила его, кто же он теперь будет. Сталин ответил ей так: «Помнишь царя? Ну, я вроде царь». На что Кике сказала ему, что лучше бы он все-таки стал священником. Миф пятый. Сталин встречался с Гитлером. Миф, главным популяризатором которого является известный писатель Эдвард Радзинский. С его точкой зрения можно кратко ознакомиться, например, на канале украинского журналиста Дмитрия Гордона. Видео, где Дмитрий Ильич берет у Радзинского интервью. На сегодняшний день нет ни одного достоверного источника, подтверждающего факт встречи советского и немецкого лидеров. Версии Радзинского строятся на догадках, бесконечных фантазиях и предположениях, большинством историков воспринимаемых весьма скептически. Тем более стоит отметить, что во встрече 2 лидеров не было тогда никакой логики и необходимости. Дипломатия между странами, по крайней мере публичная, и без них развивалась в успешном дружественном ключе. А Молотов и Риббентроп обладали достаточным доверием и компетенциями, чтобы уладить все основные вопросы. Быть может, в будущем и откроются нашему вниманию какие-то интересные документы, позволяющие взглянуть на эту ситуацию под иным углом. Но здесь и сейчас у нас для этого никаких оснований нет.
Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!